Я так ждал солнечной погоды для того, чтобы записать это видео на фоне красивейшей бухты, где мы сейчас стоим. Там огромные зеленые склоны, красивейшее старое здание. Но, видимо, лето в Англии существует только на календаре. По-другому его просто нету. Блядь, еще дождь начинается. Привет! Несмотря на скверную погоду, я не могу отложить запись этого видео, поскольку тема пойдет о важнейшем аспекте жизни экипажа на корабле – это питание. Надо сказать, что компания MSC несколько лет назад изменила концепцию питания и избавилась от иерархического разделения экипажа во время приема пищи. Сейчас разделение столовых основывается исключительно на гастрономических предпочтениях мультинационального экипажа судов компании MSC. Кстати, столовые здесь принято называть не столовыми, а ресторанами. И на судах Мировилля и Seaside класса их 3, на Грандиозе и Виртуозе 4. Один из ресторанов предлагает меню средиземноморской кухни, второй предлагает меню этнических слоев экипажа. В зависимости от дня недели здесь можно попробовать либо куриное адобо, филиппинское блюдо, либо бразильские черные бобы, либо кубинские жареные бананы и так далее. Третий ресторан – это стритфуд, это уличная еда, но перед тем, как я опишу подробно меню и концепцию построения на судах компании MSC, я предлагаю сделать небольшую легкую прогулку по всем 3 ресторанам, которые есть на судне MSC Виртуоза, на котором я сейчас нахожусь. Завтрак лично для меня самый любимый прием пищи за день, но это и большая боль для всех находящихся здесь членов экипажа, поскольку он абсолютно одинаковый изо дня в день и меняются в нем только сосиски и какие-то элементы холодных закусок. Все остальное остается одним и тем же. Это настолько приедается, что в принципе не хочется даже заходить в столовую утром. Ланч столовой для экипажа, на мой взгляд, это сплошная лотерея, поскольку в один день может быть прекрасный говяжий паярд или
какой-то сочный свиной антрекот, а в другой день могут быть обычные сосиски, либо просто какая-то пицца с рыбой, которую сейчас нам подают. Но тем не менее концепция меню разработана таким образом, чтобы на раздаточной линии всегда присутствовало 2 вида мяса и обязательно рыба, поскольку у нас мультинациональный и мультирелигиозный персонал, и, соответственно, у многих есть ограничения по тем или иным видам продуктов, поэтому все это должно быть учтено, и все это учтено. Так называемый послеобеденный снэк разработан компанией специально для тех, чье расписание не попадает в обед или в ужин. То есть ребята начинают либо позже после ужина, либо раньше ужина. И для того, чтобы они не выходили на работу голодными, они могут перекусить сэндвичами, бургерами, либо хот-догами. Здесь же небольшой салат-бар, здесь же выпечка и какие-то десерты. Концепция меню ужина абсолютно идентична концепции меню обеда. Салат-бар, супы, также гарниры и холодная линия. Все это совершенно одинаково. Естественно, это разные блюда, но все это построение, вся эта компоновка, она ровно таким же образом повторяет меню ланча. Единственное отличие на ужин сейчас на этом судне — это то, что предлагается десерт, который могут принести из пассажирского буфета, а также включают машину для мороженого. Для тех, кто заканчивает работу очень поздно, это сотрудники баров, это сотрудники ресторана, это артисты, сотрудники казино и так далее. Разработан специально еще один прием пищи, который называется Midnight Buffet. Check the mic and make sure it sound right, boys.
Да, я чуть не забыл рассказать еще об одном очень важном нововведении. Это так называемый бургер месс, столовая быстрого питания, которая есть только на Виртуозе и Грандиозе. Это, пожалуй, самое любимое место всех членов экипажа после крю-бара, поскольку сюда можно прийти вечером после 12, заказать по своему вкусу хот-дог, либо бургер, заказать жареного в фритюре картошки. Здесь есть телевизоры большие, здесь удобные стулья, здесь ребята садятся, общаются. Здесь в стороне есть так называемый beverage wall, где можно приобрести и самостоятельно налить себе пиво, либо какие-то софт-дринки, кола, спрайт, фанта в ассортименте. Здесь есть также автомат для мороженого, здесь есть также кофейная машина, прекрасное место для отдыха, но, к сожалению, сейчас оно закрыто, поскольку используется для произведения ПЦР-тестирования и периодического для членов экипажа. В завершение хочу сказать, что, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и сейчас с целью уменьшения фудкоста компания пошла на некоторые ограничения, и, естественно, у нас нет того ассортимента на раздаточной линии, который планировался изначально. Но, тем не менее, благодаря менеджменту на борту, а также прекрасной команде поваров, выбор блюд, которые присутствуют у нас в столовых, способен удовлетворить гастрономические предпочтения практически всех присутствующих на борту. Ну что ж, я надеюсь, что данное видео было достаточно содержательным, и вы смогли в нем найти важную для вас информацию. Если возникли какие-то вопросы, пишите их в комментариях. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски, в которых я расскажу о других аспектах и правилах пребывания на борту. Не пропускайте, будет очень интересно. А у меня на сегодня все. До встречи. Не болейте. Пока.